А если вы не увлекаетесь компьютерными играми, то наверняка никогда серьезно не задумывались о приобретении подставки для своего ноутбука. Сегодня я объясню, почему она может быть полезна не только геймеру, но и обычному пользователю, какие вы получите при ее использовании плюсы, и покажу удачную модельку от Ugreen. Для геймеров подставка — это важный аксессуар, особенно если вы часто играете не за столом, а на диване или другой мягкой мебели. И часто геймеры допускают досадную ошибку, покупая подставочки с активным охлаждением. Ну, собственно, вот так вот оно выглядит. То есть это имеет ножки, подставка сама и вентилятор. Вентилятор может быть один или может быть их несколько. Собственно, отличаются они только этим. Да, температура обычно уменьшается на несколько градусов, но вреда от подобных приспособлений больше. Дополнительный шум от вентиляторов пережить еще можно, а вот пыль, которая вгоняется воздушным потоком вглубь всего корпуса, это уже более критично. В итоге через какое-то время из-за пыли охлаждение заметно ухудшается, и пользователю нужно нести свой ноутбук в сервис для чистки. Причем чистка требуется не только уже системе охлаждения, а и всей материнке с ее многочисленными компонентами. Поэтому подставки с активным охлаждением, на мой взгляд, скорее зло, чем польза. На самом же деле в большинстве ноутбуков штатная система охлаждения хорошо справляется с нагрузкой. Ей просто не нужно мешать работать. А именно, не нужно ставить ноутбуки на диваны, на одеяло, на коленки и другие поверхности, которые могут закрыть входные отверстия для забора воздуха. Допустим, здесь у меня видим входные отверстия снизу. Если я положу на одеяло, то с большой вероятностью они закроются. Воздух будет затягиваться через меньшее количество отверстий, и ноутбук начнет греться. Даже если у вас ноутбук будет с пассивной системой охлаждения, то все равно, вы поставите его на диван, нарушится теплообмен, нарушится естественная конвекция воздуха. А еще иногда бывает, например, что у ноутбука ножки, здесь нормальные, но бывает, что они совсем маленькие. И если вы ставите на стол, то все равно не хватает, циркуляция воздуха нарушена. В итоге система охлаждения просто захлебывается. В таком случае как раз и пригодится подставочка, которая поможет приподнять ноутбук над поверхностью и обеспечивает уже свободный приток холодного воздуха. Естественно, теплообмен улучшается и естественно, температура упадет на несколько градусов. Второй момент, кстати, это усталость при работе. То есть, если долго работать за ноутбуком, играть и смотреть видео, то у вас могут затекать шея, спина. Это логично, так как голова находится значительно выше экрана, и вы все время смотрите сверху вниз, сутулясь. Подставочка помогает поднять экран выше, делая его расположение относительно лица, как у классического монитора. В таком положении работать гораздо легче, мышцы затекают не так быстро. При этом требования качественной подставки ставятся весьма непростые. То есть она должна быть универсальной, то есть быть максимально совместимая с разными моделями. Она должна быть прочной, но при этом компактной и легкой, чтобы ее можно было брать с собой. Собственно, всем этим параметрам соответствует алюминиевая складная подставка Ugreen, о которой я сегодня и рассказываю. Давайте посмотрим на упаковочку. Ее упаковка выдержана в общей такой корпоративной стилистике. В плане оформления все традиционно просто, но со вкусом. Сам картон, кстати, не очень толстый. Вы видите, что при доставке коробка немного пострадала. На тыльной стороне есть технические характеристики. Они очень важны, поэтому давайте мы на них заострим внимание. Итак, материалы здесь у нас используются алюминиевый сплав и силикон. Размеры 270 на 55 на 27, это в максимально разложенном состоянии. Вес 235 грамм, то есть подставочка не тяжелая. Допустимая нагрузка на нее до 5 килограмм. И совместимость ноутбуки с диагональю до 17,3 дюймов. Что, собственно, в комплекте? Была сама подставочка и вот такой вот чехол, сумочка для хранения и транспортировки в сложенном состоянии. Чехол изготовлен в виде кармана
Есть такая резинка на хлястике. То есть как это все работает, я покажу. Складываете внутрь и закрываете резиночкой. Вот так вот. Плотная драповая ткань. Она больше такая напоминает шинельную. И ее как бы главное предназначение — это защитить ваш ноутбук от металлической подставки. Предполагается, что подставка и ноутбук будут в одной сумке. Ну, собственно, в моем случае так и есть. Вот тот же ноутбук Ultrabook Chewy. Вот для него сумочка. И сюда прекрасно помещается как ноутбук, так и подставка. А также еще помещается блок питания, мышка и какие-то мелкие аксессуары. Все, вот таким образом. Еще раз, чехол для того, чтобы не саму подставку защитить, а ноутбук. Когда они будут в одной сумке, металлической подставкой можно повредить ноутбук, если подставка будет без чехла. Ну а теперь давайте посмотрим на подставочку уже поближе. Вот в сложенном состоянии она имеет такую вот форму, ну, скажем так, сдвоенной лыжни. И для ее использования нужно совершить два простых действия. Первое — это максимально раздвинуть ножки. Видим, что каким образом она раздвигается. Просто потянуть. А второе — это уже выставить, собственно, высоту. То есть здесь мы откидываем ножку и отодвигаем упор. Всего есть 5 положений. То есть если вы хотите минимальный угол, то ставите в первое положение. Если вы хотите угол побольше, то ставите в последнее. Ну и промежуточное, естественно, значение. 5 положений позволяют в принципе как бы подобрать оптимальный угол наклона, который будет комфортен именно вам. Вот. Можно посмотреть с обратной стороны, как все устроено. Как видим, ходит по салазкам. Кстати, можно, допустим, раздвигать не полностью и таким образом установить на подставку какой-нибудь планшет, даже небольшой. Ну, это уже, конечно, второстепенно. Все-таки первое значение — это ноутбуки. Также обратите внимание, что все места, где металл может контактировать с вашим ноутбуком, они защищены силиконовыми накладками. А также силиконовые накладки есть на ножках, на тех местах, которые могут скользить. Для чего это? Ну, для того, чтобы даже на гладких поверхностях подставочка у вас как бы надежно оставалась в надежном положении. Так, а теперь предлагаю посмотреть, как будет выглядеть ноутбук на этой подставке. Этот ноутбук первый у меня — это Chewy CoreBook. Это небольшой 13-дюймовый бук. Вот мы ставим подставочку. И как видим, все отлично. Сейчас мы можем направить экран под нужным углом, чтобы максимально сделать прямой угол к лицу и работать за ноутбуком. То есть вообще без проблем. Как видите, место запас еще есть, ну, потому как ноутбук небольшой, всего 13 дюймов. Если повернуть задней стороной, то мы можем увидеть, вот, да, что не закрываются никакие отверстия вентиляционные. Ну, в общем-то, все нормально. Теперь попробуем ноутбук, так сказать, побольше. Это у нас модель уже такая древняя, Samsung 15,6 дюймов. 10 лет этому ноутбуку. Тут даже не помещается на столе. Давайте сделаем угол наклона поменьше. Раскроем. Так, и, собственно, видим, что ноутбук тоже без проблем становится на подставку. Единственное, на что стоит обратить внимание, это на толщину. То есть здесь ноутбук гораздо толще, ну он старенький. И сама толщина ноутбука, я имею в виду. И
если у вас прям очень толстый ноутбук, то ножка может не перекрывать, лапка может не перекрывать, и ноутбук будет соскальзывать. Ну, это только в том случае, если у вас прям не ноутбук, а чемодан. В целом подставка показывает всегда с лучшей стороны и оставляет впечатление надежного и долговечного приспособления. Она приятно выглядит, она удобная, она многофункциональная, в сложенном состоянии практически не занимает места в сумке, что позволяет использовать ее не только дома, но и брать с собой в поездки. Собственно, приобрести ее можно в официальном магазине Ugreen Official Store. Ссылочка будет в описании под видео. Ну, если видео было вам полезно, ставьте свои лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Злой. До новых встреч!